О чем эта книга? Одним из самых привычных и в то же время загадочных феноменов в жизни человека являются сновидения. Во сне человек проводит треть своей жизни. Все, что происходит с ним в этом пограничном состоянии, до сих пор покрыто тайной. Научные исследования в данной области мало что объясняют. Философские трактовки тоже бросаются из одной крайности в другую. Одни говорят, что сновидения– это иллюзии, другие утверждают, что даже сама наша жизнь есть не что иное, как сон. Кто же здесь прав? Трансерфинг, как эзотерическое учение, подходит к этому вопросу с другой позиции. Действительно ли разум воображает свои сны? С одной стороны, события, происходящие во сне, виртуальны, но с другой, сновидения представляются настолько реальными, что человек всякий раз принимает их за действительность. Известно, что во сне можно наблюдать картины как будто не из нашего мира. Причем совершенно ясно, что в жизни увидеть такое в принципе невозможно. Если сон– это некая имитация реальности нашим мозгом, тогда откуда берутся все эти невообразимые картины и сюжеты? Существует гипотеза, что мозг сам синтезирует сновидения и во время сна воспринимает эти картины так же, как наяву. Это действительно не более чем гипотеза. Пока никто не доказал, что все происходит именно так. В модели трансерфинга трактовка совсем иная. Подсознание самостоятельно ничего не воображает, а напрямую подключается к пространству вариантов, которое содержит всю информацию. Пространство вариантов– это информационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество возможных положений точки на координатной сетке. Там записано все, что было, есть и будет. Не спешите делать скептические выводы. Посмотрите внимательно на какой-нибудь предмет, потом закройте глаза и попробуйте себе его представить. Даже если у вас незаурядные способности к визуализации, вы все равно не сможете видеть предмет с закрытыми глазами так же, как с открытыми. Тот образ, который запечатлел ваш мозг, является лишь фотографией очень низкого качества. Предположим, мозг хранит такую фотографию, как определенное состояние группы нейронов. Тогда, для того, чтобы воспроизвести все имеющееся в воспоминаниях фотографии, никаких нейронов, несмотря на их громадное количество, не хватит. Если наши воспоминания и сны– это воспроизведение того, что записано в нейронах, тогда сколько же этих клеток должно быть в голове? Трансерфинг объясняет данное противоречие тем, что нейроны не являются носителями информации, как биты в компьютере. Мозг хранит не саму информацию, а некое подобие адресов к информации в пространстве вариантов. Возможно, мозг способен держать в себе какое-то ограниченное количество данных. Однако, даже будучи совершенной биологической системой, он не в состоянии хранить все, что мы готовы воспроизвести в своей памяти. Тем более он не может синтезировать такую совершенную виртуальную реальность, как сон. Не нужно обольщаться малоубедительными доводами, что, дескать, отключившись, мозг приобретает способность воспринимать воображаемые им картины отчетливо. Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к душе, то можно сказать, что сновидение– это полет души в пространстве вариантов. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Разум не воображает свои сны, он их действительно видит. И это вовсе не иллюзии, а реальное кино о том, что могло бы произойти в прошлом или будущем. В сновидениях наблюдаются всякие возможные события, но поскольку существует бесчисленное множество потенциальных вариантов, то нет никакой гарантии, что сон имеет какое-то отношение к действительности. Любое событие, происходящее в нашем реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного из множества вариантов. Материальный мир перемещается в бесконечном пространстве вариантов, подобно кинокадру на экране, в результате чего и проявляется феномен движения материи во времени. Казалось бы, в это трудно поверить. Где находится пространство вариантов? Как вообще такое возможно? С точки зрения нашего трехмерного восприятия, оно везде и в то же время нигде. Может быть, оно за пределами видимой Вселенной, а может, в чашке вашего кофе. Во всяком случае, не в третьем измерении. Хотя доступ к этому полю информации в принципе возможен. Именно оттуда берутся интуитивные знания и ясновидение. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства вариантов посредством души. Но все-таки существует ли нечто общее между сновидением и реальностью? Пока мы спим, нам в голову не приходит критически взглянуть на происходящее. Во сне виртуальная реальность моделируется поразительно натурально. Несмотря на то, что там часто происходят причудливые события, мы воспринимаем их как нечто обыкновенное.
Во сне человек находится полностью во власти обстоятельств, сновидение с ним случается, и он ничего не может с этим поделать. В бессознательном сновидении разум не давлеет над душой своим контролем, он смотрит кино как зритель, и в то же время он переживает увиденное, и эти переживания передаются душе, которая сразу же настраивается на сектор пространства вариантов, соответствующий ожиданиям. Таким образом, сценарий меняется динамически по ходу дела. Декорации и действующие лица мгновенно подстраиваются под изменяющийся сценарий. Воображение действительно участвует в сновидении, но только в качестве генератора идей. Но иногда, если повезет, мы в какой-то момент осознаем, что спим. В таком случае бессознательный сон превращается в осознанное сновидение. В осознанном сновидении человек участвует в виртуальной игре и понимает, что это всего лишь сон. Если с вами такого ни разу не случалось, и вы слышите об этом в первый раз, не сомневайтесь, это не фантазия. Осознанным сновидениям посвящено много книг, и в мире есть любители, которые занимаются этой практикой постоянно. Стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него раскрываются удивительные способности. В осознанном сновидении нет ничего невыполнимого, можно управлять событиями и творить непостижимые вещи, например, летать. Но даже во сне одного лишь желания подняться в воздух недостаточно. Реализуется не само желание, а установка на цель. Работают не мысли о желаемом, а нечто другое, то, что трудно описать словами. Некая сила стоит за кулисами сцены, на которой разворачивается игра мыслей. И тем не менее, последнее слово за этой силой. Вы, наверное, догадались, что речь идет о намерении. Намерение можно приблизительно определить как решимость иметь и действовать. Желание само по себе ничего не дает. Напротив, чем сильнее желание, тем меньше шансов на успех. Если вы во сне, желая взлететь, будете раздумывать, возможно это или нет, у вас ничего не выйдет. Чтобы полететь, нужно просто поднять себя в воздух намерением. Выбор любого сценария в сновидении осуществляется не желанием, а твердой установкой на достижение цели. Вы не рассуждаете и не желаете, а просто имеете и действуете. Намерение является той движущей силой, которая управляет сценарием в осознанном сновидении. Но вот вопрос: почему же реализуются и наши опасения? Разве их можно причислять к намерению? Как в сновидениях, так и в реальной жизни нас вечно преследуют варианты со сценариями наших опасений, беспокойства, неприязни, ненависти. Ведь если я не хочу этого, я не намерен это иметь. Однако мы все равно получаем то, чего изо всех сил стремимся избежать. Выходит, направленность нашего желания не имеет значения? Разгадка кроется в еще более таинственной и могущественной силе, имя которой – внешнее намерение. Намерение что-либо сделать своими силами всем знакомо – это внутреннее намерение. Гораздо сложнее распространить действие своей воли на внешний мир. Понятие внешнего намерения неразрывно связано с пространством вариантов. Все манипуляции со временем, пространством и материей, которые не поддаются логическому объяснению, принято относить к магии или к паранормальным явлениям. Намерение названо внешним, так как находится оно вне человека, а потому не подвластно его разуму. Правда, в определенном состоянии сознания человек способен получить к нему доступ. Если подчинить воле эту мощную силу, то можно творить невероятные вещи. С помощью этой силы маги древности воздвигали египетские пирамиды и творили все подобные чудеса. Если вы попытаетесь мысленно двигать карандаш на столе, у вас ничего не выйдет. Но если вы имеете твердое намерение представить себе, что он двигается, возможно, у вас получится. Допустим, вам удалось сдвинуть карандаш с места, во всяком случае, у экстрасенсов кое-что получается. Может показаться жутковато странным то, что я сейчас скажу. Карандаш на самом деле не двигается. И в то же время, это вам не просто кажется. В первом случае вы делаете попытки сдвинуть карандаш энергией своих мыслей. Этой энергии явно недостаточно для перемещения материального предмета. Во втором случае вы скользите по секторам пространства вариантов, где карандаш имеет разное местоположение. Понимаете разницу? Вот карандаш лежит на столе. Силой намерения вы представляете, что он начинает двигаться. Ваше намерение сканирует секторы пространства, в которых карандаш занимает все новые положения. Если мысленное излучение обладает достаточной силой, карандаш последовательно материализуется в новых точках реального пространства. При этом передвигается отдельный слой карандаша, в то время как остальные слои, в том числе слой наблюдателя, остаются неподвижными. Двигается не сам предмет, а его реализация в пространстве вариантов. На этом же принципе основано передвижение так называемых неопознанных летающих объектов, для которых законы физики в частности инерционность, казалось бы, не существует. Неудивительно, если с телекинезом у вас ничего не получается. Почти у всех людей подобные способности развиты очень слабо. И дело даже не в том, что у вас слабая энергетика, а в том, что очень трудно поверить в такую возможность и, следовательно,
Вызвать у себя чистое внешнее намерение. Люди, у которых что-нибудь получается с телекинезом, не двигают предметы. Они обладают уникальной способностью силой намерения направлять свою энергию для перемещения материальной реализации в пространстве вариантов. Все, что связано с внешним намерением, принято считать мистикой, магией или, в лучшем случае, необъяснимыми явлениями. Свидетельства о которых успешно складываются на пыльные полки. Обыденное мировоззрение такие вещи начисто отвергает. Иррациональное всегда вызывает своеобразный страх. Подобный страх и оцепенение испытывают люди, наблюдающие НЛО. Необъяснимое явление настолько далеко от привычной действительности, что в него не хочется верить. И в то же время оно имеет такую ошеломляющую дерзость быть реальным, что вызывает ужас. Внешнее намерение– это тот случай, когда если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. Работа внешнего намерения не обязательно сопровождается паранормальными явлениями. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с результатами действия внешнего намерения. В частности, наши опасения и худшие ожидания реализуются именно внешним намерением. Но поскольку в данном случае оно работает независимо от нашей воли, мы не осознаем, каким образом это происходит. Способность к управлению сновидением проявляется в результате осознания человеком самого себя во сне относительно реальной действительности. На данной ступени осознания человек имеет точку опоры– реальность, в которую он может вернуться после пробуждения. Реальность, в свою очередь, подобно бессознательному сновидению наяву, человек находится во власти обстоятельств. И жизнь с ним случается. Человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры, относительно которой можно подняться на следующую ступень осознания. И все же ситуация не так безнадежна. В трансерфинге имеются косвенные методы, с помощью которых можно все-таки заставить работать внешние намерения обходным путем. Энергия мысли человека при определенных условиях способна материализовать тот или иной сектор пространства вариантов. Другими словами, человек способен формировать свою реальность, но для этого требуется соблюдение определенных правил. Реальность имеет две формы: физическую, которую можно потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами восприятия, но не менее объективную. В некотором смысле мир представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону которого находится материальная Вселенная, а по другую простирается метафизическое пространство вариантов. Потенциальная возможность воплощается в действительность, подобно отражению в зеркале вариантов. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение, в то время как необходимо изменить сам образ. Что же это за образ? Как его изменить? Как обращаться с этим странным зеркалом? Трансерфинг дает ответы на все вопросы. По сути, это мощная технология управления реальностью. Цель здесь не достигается, а реализуется по большей части сама. Это звучит невероятно лишь в рамках обыденного мировоззрения. Взламывая замки стереотипов, вы открываете двери в тот мир, где возможности ограничены только намерением, где несбыточные мечты воплощаются в действительность.